дорогие друзья! Приглашаю вас связать сегодня авторский проект. Крючок 1,4, пряжа 100% мерсеризованный хлопок 169 метров 50 граммах, бусинки. Более подробная информация под видео. Приступим к работе. Начинаем выполнение с одной воздушной петли, которую я затягиваю. И она у меня будет не рабочая, будет представлена в виде узелочка. Далее я выполняю одну воздушную петлю и рабочую петлю вытягиваю. На крючок я одеваю бусину. Вот таким образом. Далее я захватываю рабочую петлю, протягиваю через бусину и выполняю воздушную петлю с бусинкой. Далее, очень внимательно, я выполняю арочку из 5 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в первую петлю, вот которая у меня идет сразу от бусины. И очень внимательно здесь я ввожу крючок и захватываю 2 нити, чтобы моя петелечка не вытягивалась. Потому что если вот я одну нить захвачу, видите, она вытянется. А так я стараюсь всегда захватить вот 2 нити. Вот таким образом я выполняю соединительную и хорошо-хорошо подтягиваю. Я продолжаю работу. И смотрите, разворачиваю. Буду вводить крючок не только под арку, но еще буду захватывать нить. Буду держать. Вначале не очень удобно. Вот таким образом. Видите, да, нить захватываю и арочку. И выполняю, хорошо подтягиваю, выполняю столбик без накида. Далее 2 воздушные петли подъема и 1 петля арки. Накид на крючок и под арку и, и нить петли, да, я буду провязывать столбики с накидом. 8 штук. И считаем. Первый и обязательно воздушная. Второй и воздушная. Третий и воздушная. Четвертый и воздушная. Пятый и воздушная. Шестой и воздушная. Седьмой и воздушная. И последний, 8 столбик с накидом под эту же арочку. Вот таким образом. Поправляем наши столбики. И наш ряд готов. Мы можем продолжить нашу работу. Мы продолжаем нашу работу. И очень внимательно я выполняю 2 воздушные петли подъема. Далее выполняю 2 петли арки. Работу разворачиваю. Выполняю накид на крючок. Смотрите, пропускаю первый столбик и вокруг второго столбика вот таким образом обхватываю столбик и выполняю выпуклый столбик с накидом. Далее 2 воздушные. Накид на крючок, опять обхватываю, выпуклый столбик с накидом. Таких столбиков мы с вами должны выполнить 7. И между ними 2 воздушные. 2 выполнили, это третий. Две воздушные. Четвертый. Две воздушные. Пятый
2 воздушные, 6, 2 воздушные и 7. Выполнили. Выполнили все наши столбики. Напоминаю, между ними 2 воздушные, поправляем и завершаем наш ряд. 2 воздушные, накид на крючок. Очень внимательно я ввожу крючок, смотрите, вот моя петля подъема, первая, вторая. Во вторую петлю подъема, она у меня и снизу вторая, и от вершинки вторая. Ввожу крючок и выполняю полустолбик. Мой ряд завершен, и я могу приступить к выполнению следующего ряда с навязками. Мы находимся на изнаночной стороне нашей работы. И теперь я выполняю 1 воздушную петлю, работу разворачиваю, ввожу крючок в вершинку самого первого столбика и выполняю столбик без накида. Выполнили. Далее я выполняю арочку из 3 воздушных петель. Очень внимательно. И теперь смотрите, вот следующий столбик. И вот вершинка, над которым я провязывала этот столбик, ну то есть вершинка столбика, над которым провязывала. Я ввожу крючок в эту вершинку, ее хорошо видно, вот она, видите, да? И выполняю столбик без накида. Вот наши навязочки, они как бы со смещением будут идти, видите? Далее я работу разворачиваю. И под арку выполняю 2 столбика без накида и 2 полустолбика. Накид, первый полустолбик и второй полустолбик. Работу разворачиваю, пропускаю 2 воздушные и в вершинку столбика ввожу крючок, выполняю столбик без накида и при этом закрепляю мою навязочку. Вот такая красота у нас получилась. Опять арочка из 3. 1, 2, 3. Ищу следующую вершинку, при этом пропускаю воздушную очень внимательно. Вот моя следующая вершинка. Я ввожу крючок, столбик без накида. Работу разворачиваю, выполняю под арочку 1, 2, 2 столбика без накида и 2 полустолбика. 1, 2. Далее работу разворачиваю, ввожу крючок в вершинку, столбик без накида. Вот вторая навязочка готова. Видите, да, она немножечко под наклоном, наши навязки все идут. И красиво и объемно смотрятся. Так мы с вами будем выполнять наши навязки. Вот смотрите, мы 2 выполнили. Далее выполняем. Всего у нас будет 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 навязок. Вы выполните 2. Точнее, мы выполнили. Далее вы выполняете 3, 4, 5, 6, 7 и 8, последнюю навязку я выполню вместе с вами. Эти навязочки выполняются точно так же, как и предыдущие. Все очень просто, будьте внимательны просто. Мы выполнили наши навязочки самостоятельно, как и договаривались. И последнюю навязку я выполняю вместе с вами. Выполнила арочку из 3 воздушных. Далее, смотрите, очень внимательно. Я ввожу крючок. Вот вершинка моего первого столбика. Выполняю столбик без накида. Далее работу разворачиваю. Точно так же, как и ранее, выполняю 2 столбика без накида. Бежал столбик. И 2 полустолбика. 1, 2.
И теперь очень внимательно смотрите. Я ввожу крючок во вторую петлю подъема. Раз, два. Или третья петля от вершинки. Вот раз, два. Вот она, третья петелечка. Ввожу в нее крючок, захватываю 2 нити и выполняю столбик без накида. Мой первый 3D сегмент готов. Видите, объемный и красивый получился. И теперь давайте посмотрим, как выполнить следующий сегмент. На готовой работе я вам покажу, что сегменты располагаются вот таким образом. Видите, да? Очень красиво, объемно смотрится и очень интересно. И мы с вами продолжим. И для следующего сегмента я выполняю воздушную петлю, нить вытягиваю. Все точно так же, как мы выполняли ранее. Да? На крючок одеваю бусинку, захватываю и провязываю. Вот таким образом. Протягиваю, точнее, провязываю уже воздушную петлю. Далее арочка из 5, раз, 2, 3, 4, 5. Ввожу крючок в первую воздушную петлю, захватываю при этом 2 нити обязательно и выполняю соединительную. Далее я работу разворачиваю вот таким образом и под арку ввожу крючок, выполняю столбик без накида. Видите, мы с вами находимся на изнаночной стороне нашей работы. 2 петли подъема, 1 петля арки, и мы выполняем, как и в первом сегменте, помним, да, столбики с накидом и воздушная. Всего мы выполняем 8 таких столбиков и между ними воздушная. 2 столбика выполнили, далее самостоятельно. Напоминаю, мы с вами находимся на изнаночной стороне, это очень важно. Мы выполнили, смотрите, вот наши петелечки подъема, и далее 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 столбиков с накидом, между ними воздушно, и работу продолжаем. Я выполняю 2 воздушные петли подъема, 2 петли арки и работу разворачиваю. И смотрите, я нахожусь на лицевой стороне. Накид на крючок, и теперь я буду выполнять изнаночные столбики с накидом. То есть захватываю таким образом нить и провязываю. Изнаночный столбик с накидом, 2 воздушные. Далее второй изнаночный столбик, две воздушные, третий, две воздушные, четвертый, две воздушные, пятый, две воздушные, шестой. Напоминаю, столбики у нас с вами изнаночные или вогнутые. Седьмой. Две воздушные не забываем, поправляем наши столбики. Видите, мы с вами на лицевой стороне находимся. И я завершаю выполнение нашего ряда, накид на крючок. Смотрите, вот моя первая, вторая петля подъема, и с этой стороны она, вот смотрите, тоже от вершинки будет первая, вторая. Ввожу крючок и выполняю полустолбик.
Далее мы с вами посмотрим, как закрепить наш сегмент к предыдущему и выполнить навязки. Нам с вами остается присоединить один сегмент к другому. Здесь все очень просто. Я вытянула крючок из петли. Далее смотрите, вот моя навязка присоединялась. Я ввожу крючок. И здесь очень внимательно. Смотрите, рабочая нить у меня перед работой. Я захватываю петлю и протягиваю. Далее работу теперь разворачиваю, нахожусь на изнаночной стороне моей работы, ввожу крючок в вершинку полустолбика и выполняю столбик без накида. Все, мое присоединение закончено. Вот так аккуратненько мы с вами присоединились. И теперь я буду выполнять навязки. Как я это делаю? Обращаю ваше внимание, мы сейчас находимся на изнаночной стороне, поэтому что я делаю? Я выполняю арочку из 3 воздушных и ищу вершинку следующего столбика, опускаюсь вниз и смотрим. Здесь просто будьте внимательны. Вот вершинка, куда мы с вами провязывали. Вот провязывали, да? Точнее, над этим столбиком мы провязывали столбик. Я ввожу крючок, столбик без накида. Работу разворачиваю. Выполняю столбик без накида. Видите, я на лицевой стороне теперь нахожусь. Второй столбик без накида. 2 полустолбика. 1, 2. Далее я ввожу крючок в вершинку столбика следующего. Вот видите мой сегментик, вот мой столбик. И выполняю столбик без накида. При этом закрепила нашу навязочку. И продолжаю. 1, 2, 3. Опять же ищу следующую вершинку очень внимательно. Вот она. Вот хорошо видно, вокруг столбика выполнен столбик. Столбик без накида. Работу разворачиваю. Выполняю 1, 2 и 2 полустолбика. 1, 2. Далее ввожу крючок в вершинку следующего столбика, столбик без накида. И далее опять арочка из 3 и так далее. Так мы с вами будем выполнять наши навязки без последней навязочки. То есть мы выполняем, как и здесь, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. То есть 7 вы выполняете самостоятельно, 2 уже выполнили, осталось 5, а последнюю я выполню вместе с вами. Мы с вами выполнили все наши навязочки, как договаривались, кроме последней. Для нее я выполнила 3 воздушные петли. Далее смотрите, вот мой столбик с накидом последний. Я ввожу вот таким образом крючок в вершинку и провязываю столбик без накида. Работу разворачиваю, под арку выполняю 2 столбика без накида, 1, 2 и 2 полустолбика. Все как и ранее. И далее очень внимательно я, смотрите, закрепляю, ввожу крючок во вторую петлю подъема. Сейчас я покажу вам. Вот смотрите, первая и вторая воздушная петелечка подъема. Обязательно захватываю за 2 нити и выполняю столбик без накида. Мой второй сегмент готов. И я теперь могу приступить к выполнению следующего сегмента.
Следующий сегмент выполняется точно так же, как и первый. Для него я выполняю воздушную, вытягиваю петлю, беру бусинку. Давайте оденем бусинку. Ну, то есть я начну выполнение, вы уже продолжите самостоятельно. Провязываем воздушную петлю с бусинкой. Далее арочка из 5, раз, 2, 3, 4, 5. Работу разворачиваете, вводите крючок в петлю. Напоминаю, задвините, захватываетесь. Соединительная подтягиваем. Работу разворачиваем. И выполняем столбик без накида. И выполняем все точно так же, как в нашем этом сегменте. При соединении этого сегмента, после того, как вы завершите его, будете, вот, то есть тут очень легко в то место, где у вас была закреплена последняя навязка. Вот сюда закрепляете точно так же, как мы, в принципе, и закрепляли наши сегменты. Так вы выполняете тесьму на необходимую вам длину. Мы с вами выполнили нашу тесьму или ленту на необходимую нам длину. Вот такая красота получилась. Видите, 3D формат хорошо виден. И я покажу, как завершить наш проект. После того, как мы с вами выполнили столбик без накида, при этом закрепили нашу навязочку. Здесь все очень просто. Я выполняю воздушную и ниточку обрезаю. Хорошо подтягиваю. Длина нити может быть разная. Если вы хотите пришить застежечку или подшить куда-то вашу ленту, можете нить обрезать подлиннее. И давайте изнанку посмотрим. И два слова я скажу об использовании. Сегодня мы с вами научились вязать вот такой авторский проект тесьма или лента в 3D формате. Можно выполнить тесьму и использовать ее для декора. Обязательно пишите в комментариях ваши идеи по использованию этой тесьмы. Можно декорировать буквально любое изделие, начиная от сумки, да, и заканчивая, допустим, туники, кофточки и так далее. Верхнюю часть, нижнюю часть можно декорировать, рукавчик. Также я предлагаю вам сделать украшения. Можно на руку сделать, можно сделать на шею. И еще хочу вот показать, что вы можете именно с этой тесьмы выполнить, ну скажем так, закрепляя и подшивая, да, выполнить любой мотив. Если, допустим, особенно если вы используете в ирландском кружеве, да, здесь можно, допустим, подшить еще какой-нибудь элемент или продолжить. Ну, то есть квадратный мотив, треугольный. Ну, то есть все зависит, опять же, от вашей фантазии. Но я как идеи предлагаю. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете, что у вас получилось. И, конечно же, огромное спасибо, что вяжете вместе со мной. До новых встреч. Творческих вам успехов. И обязательно ваша реакция очень важна. Это лайки, это подписка, это комментарии для распространения видео в YouTube.